Переписка с нарциссом. Сегодня я хотел бы сфокусироваться конкретно на переписке с нарциссом. Онлайн-общение важно для нас. Дело в том, что когда вы находитесь в отношениях с нарциссом, то как бы то ни было, любые вот отношения, они протекают по определенному сценарию. Этот сценарий имеет определенные стадии. Некоторые выделяют 3 стадии, некоторые 5. Я сегодня буду говорить о тех стадиях, которые я вижу. И в зависимости от того, в какой стадии вы находитесь, нарцисс будет вам писать определенного рода сообщения. И вы таким образом, понимая, что он сейчас вот это вам пишет, сможете понимать, где вы находитесь, где он находится. И будете как-то более устойчиво, будет более понятно, что, собственно, сейчас происходит у вас в отношениях. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами разбираем то, что пишет нарцисс в сообщениях, в зависимости от того, в какой стадии отношений вы сейчас с ним находитесь. Если вам эта тема интересна, поставьте лайк под этим видео, поделитесь этим видео в своих соцсетях, это для меня важно. Подпишитесь на мой канал. Дело в том, что бывает так, что ты смотришь какие-то видео, они тебе нравятся, из-за того, что ты несколько раз посмотрел видео, YouTube тебе его еще раз рекомендует видео с этого же канала, но ты на него не подписан, ты потом посмотришь каких-то новостных каналов, другие какие-то видео, и вот ты потерял, у меня несколько раз так было, я поэтому теперь всегда, когда мне интересен канал, мне интересен контент, я подписываюсь, потому что это никогда не мешает, это никогда не надоедает, то есть работы на копейку, а пользы вагон. И нажмите, конечно, колокольчик, чтобы вы получали уведомления о том, когда я выхожу в эфиры или когда я какие-то планирую премьеры. Начинаем. Первая стадия идеализации. В начале отношений нарцисс вас идеализирует, потому что для нарцисса очень важно дать как можно больше того, чего он ожидает от вас получить. Потому что нарцисс в отношениях ищет нарциссическую поддержку, нарциссический ресурс. Ему очень важно иметь отношения с людьми, которые им восхищаются, которые поддерживают его ощущение самозначимости. Соответственно, когда он вас встречает, он по сути, это так, знаете, очень природно и органично, он начинает делать по отношению к вам он начинает к вам вести себя так, как хочет, чтобы вы вели потом себя по отношению к нему. То есть он начинает вас, знаете, очень много сообщений в такой превосходной форме. Ты прекрасная, ты там самая лучшая, ты такая красивая, ты просто мой какой-то, мой душевный человек, ты мой какой-то, знаешь, у нас с тобой одни вибрации. То есть он много такого говорит, так прям сиропит. И опять же, надо понимать, что нарциссы это же не всегда какие-то примитивные личности. Это может быть достаточно такой культурный человек, начитанный, и он, при том, что у него есть нарциссические черты, он может какие-то, знаете, очень такие красивые и яркие вещи вам говорить, от чего вы можете, на самом деле, потаять. И в этой фазе вы получаете очень много идеализации. Вы понимаете, что вы просто на вершине, на пике горы его внимания и какой-то любви по отношению к вам. Вторая стадия в отношениях с нарциссом – это обесценивание. Дело в том, что любая идеализация всегда заканчивается обесцениванием. Потому что если ты кого-то идеализируешь, ты как будто бы наделяешь его только всеми положительными чертами, и все эти положительные черты, они максимально развернуты, то рано или поздно, невозможно закрывать на это глаза вечно, ты понимаешь, что какие-то из этих идеальных вещей не соответствуют реальности, и, соответственно, там, где ты что-то идеализировал, ты потом это обесцениваешь. Я так много на тебя надеялся, я так много от тебя ожидал, но ты не соответствуешь. Соответственно, значит, ты не оправдал высокого доверия, которое тебе было оказано, моих высоких ожиданий. Соответственно, я тебя обесцениваю. Все это происходит неосознанно, нарцисс об этом не размышляет, так как я сейчас говорю. Просто в какой-то момент у него щелкает, и он пропадает. В сообщениях это может проявляться в таком феномене, как гоустинг. Гоустинг от слова призрак, ghost. Вчера еще он вам писал, мы помним предыдущую фазу, что вы прекрасно, расчудесный, и вообще душевный какой-то его самый лучший человек, и вообще он так просто очень повезло ему, что он вас встретил, и тут он пропадает, его нет, он не пишет, он куда-то делся. То есть здесь могут быть такие элементы пассивно-агрессивного поведения, то есть он вас как будто бы наказывает за то, что его ожидания о вас какие-то такие супер яркие, что вы, например, будете постоянно им восхищаться, они не оправдались, и, соответственно, вы обесцениваетесь, и вы должны быть, таким образом пассивно-агрессивно наказаны. Дальше что происходит? Поскольку вам весь этот цирк и вся эта трагедия не ясна, потому что она проходит в голове другого человека, вы, естественно, человек куда-то пропал. Вы ему пишете: привет, как дела, ты куда пропал, что-то такое, знаете, очень, очень естественное. На что получаете такие сухие, холодные ответы, что ты мне написываешь, ты сейчас мне пишешь, я сейчас на работе, ты не понимаешь, что я сейчас занят, напиши позже когда-нибудь там. То есть вы понимаете, что он как-то с холодком начинает от вас как-то так отбиваться, отмахиваться, при том, что еще вчера он же очень, знаете, недвузначно давал вам понять, что вы самый лучший человек, которого он встретил в этом мире. Естественно, вас это смущает, вы сбиты с толку и непонятно, как вообще на все это реагировать. В этом месте часто случается проявление газлайтинга. Газлайтинг, напомню, это такое отношение другого человека к тебе, которое заставляет тебя чувствовать себя безумным, каким-то неадекватным. То
То есть вот вы пишете: привет, как дела, куда пропал? А он отвечает так, что вроде бы как ты неадекватно себя ведешь, ты неуместно себя ведешь, соблюдай дистанцию, зачем ты так пишешь? То есть вроде бы как это вы ведете себя непоследовательно, это вроде бы как вы как-то ведете себя неуместно. Соответственно, это также является проявлением пассивной агрессии, и это основная цель, ну такая вот неосознанная нарцисса в этот момент наказать вас за то, что вы не соответствуете вот той идеализации. Вы не ведете себя так, как он от вас ожидал. Третья фаза — это фаза отказа, ну или иногда еще говорят фаза утилизации, но это так, знаете, это очень драматично звучит и ну, так никто не говорит. Вот фаза отказа характеризуется тем, что нарцисс понимает, что тот человек, от которого он собирался получать нарциссический ресурс, то есть вот это вот подкрепление себя, постоянное восхищение собой, человек, который должен был бы своим поведением и своей ролью в жизни нарцисса заставлять его чувствовать себя более самоценным. Вот этот человек не ведет себя так, потому что, предположим, он понимает, в чем его потребности, он живет ради своих потребностей, не ради потребностей нарцисса, он, соответственно, не позволяет нарушать какие-то границы, ну и вообще ведет себя как нормальный человек. Когда нарцисс это понимает, то вот после второй фазы обесценивания, потом он понимает, что я здесь уже не могу точно получать то, что мне необходимо, мне, значит, нужно переключаться на кого-то еще, где-то в другом месте искать ресурс, а этого человека, все, что я могу сделать, это взять как-то, перестать с ним общаться, то есть должен быть такой со стороны нарцисса не контакт. И таким образом я его еще и, ну, как бы донакажу за то, что я чувствую вот эту вот, ну, неудовлетворенность тем, что вот потратил на него время, а он не составил этот вот нарциссический ресурс, не составил эту нарциссическую поддержку для меня. Сообщение в фазу отказа — это такие прямые фразы типа: перестань мне писать, я тебя заблокирую, поздравляю, ты добилась своего, теперь мы не можем быть вместе, потому что ты так себя ведешь, там, я всем людям расскажу, какая ты, я выведу тебя на чистую воду, с тобой никто общаться не будет, потому что я вот тут вот такие вот какие-то явно, так сказать, агрессивные и деконструктивные в плане отношений сообщения. При этом надо понимать, что, как правило, эта фаза сочетается с тем, что человек, который был в отношениях с нарциссом, он достаточно сильно так подпривязался вот в эту первую фазу идеализации, и все это очень больно, ты слышишь эти сообщения, читаешь, вернее, их, тебе непонятно, почему так происходит, ты вроде пытаешься договориться, то есть эта фаза может какое-то время длиться, и вот человек, который находился в отношениях с нарциссом, пережил эту фазу отказа нарцисса, и это тяжело, то есть разрыв, но такой разрыв, где ты не можешь все проговорить, ты не можешь понять, почему так происходит, вот просто с тобой это сделали. Проходит какое-то время, месяцы, там, может быть, там, полгода, и ты уже понимаешь, что ты забыла про него, где-то он там в другом месте чем-то занимается, может быть, ты вообще о нем не думаешь. И тут возникает следующая фаза, это фаза пингования. Вдруг вечером, откуда не ждали, совершенно как будто ничего не происходило: привет, как дела, ты как там, я тебе думаю, там, я не знаю, я проходил сегодня мимо того места, где мы с тобой первый раз встречались, и что-то вспомнил, решил написать. То есть здесь происходит такая попытка прощупать почву, как бы значим ли я еще для нее, осталось ли у меня какое-то еще влияние, если есть, может быть, попытаться еще. Такое обычно бывает, когда у нарцисса где-то в других местах вот тоже прошли эти циклы, он не получил там должного какого-то ресурса других людей, и он, как бы, знаете, перебирает, как это по записной книжке, по прошлым номерам, может, кого-то еще можно, так сказать, ну, возобновить эти отношения. То есть в четвертой вот этой фазе, в фазе пингования, сообщения звучат каким образом, что привет, как дела, упоминается что-то из того, что было хорошего в ваших отношениях. И очень много здесь такого ощущения, как будто у человека вообще ничего не произошло. Просто вот как будто бы ни в чем не бывало: привет, как дела, старый друг, давно не виделись. Ну и дальше два варианта, как все может развиваться. Первый вариант — это если, предположим, вот человек, который находился в отношениях с нарциссом, ну вот осталась еще какая-то привязанность, все плохое обычно забывается, хорошее запоминается, ничего нового в жизни не происходило. Знаете, есть вот эти рекомендации, когда там женщине говорят, когда вот ушла из разрушительных отношений и не знаешь, что делать, нужно в работу, вот больше уходить в работу, заниматься делами, как бы это отвлечет, вот не на психотерапию идти, завершать отношения в одностороннем порядке, а вот уйти в работу, там закопаться. И вот как раз проходит где-то полгода, в работе уже немножко подустала, привязанность, вот этот голод, связанный с привязанностью, с близостью, он остается валентным, то есть неудовлетворенным. И тут появляется человек из прошлого, последний, с кем было связано вот это удовольствие, и, конечно, здесь, ну, в такой ситуации продолжается общение, и эти отношения выходят опять на стадию идеализации. То есть ты такая хорошая, извини, я так себя вел, я не понимал, кого я потерял, а теперь, когда вот полгода побыл без тебя, то я
Понимаю, что вот такие люди на дороге не валяются, теперь все будет иначе. Вот, ну и в общем, опять это идеализация. Либо другой вариант, что в данном случае женщина все помнит, что было, и она отвечает, что ответы на твои вопросы будут, если ты вспомнишь, что ты говорил мне последний раз. То есть вот то, что ты мне полгода назад говорил, вот вспомни это и ответь сам себе, как дела, и стоит ли нам с тобой вообще продолжать вообще эту переписку. А теперь домашнее задание, причем письменное. Для тех людей, кто находился в отношениях с нарциссом и кто с ним, естественно, переписывался, вспомните какую-то фразу, которую он особенно часто писал вам, и постарайтесь написать эту фразу и определить, из какой фазы отношений была эта фраза. Это будет очень интересно. Я буду вам за это благодарен, как и другие зрители этого видео. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, можете им поделиться в своих соцсетях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.